Всем привет! Меня зовут Татьяна, я белоруска. В Литве я живу уже почти 3 года, и в этом видео я расскажу вам, почему здесь жить лучше, чем в Беларуси. Уверена, что найдутся люди, которые станут писать в комментариях к этому видео, что я такая сякая, критикую родную страну, но я сразу скажу, что вы тогда плохо знакомы с контентом на моем канале, потому как у меня есть много видео, где я рассказываю о негативных для меня моментах жизни в Литве и плюсах жизни в Беларуси. Ну и вообще я считаю, что идеальных стран не существует. К тому же, что нравится одному человеку, совсем может не понравиться другому. И все же я считаю, что Литва более развитая страна, чем Беларусь. В этом видео я предоставлю вам факты, подтверждающие это, а вы судите сами. Первое. В Литве существует возможность многие вопросы решить через интернет. В Беларуси же зачастую невозможно общение с госорганами по электронной почте, нужно звонить или приходить лично. Второе. В госструктурах Литвы работают вежливые, отзывчивые люди, которые не нагрубят тебе, если ты обратился к ним за помощью, не попытаются отослать тебя к другому специалисту, лишь бы не работать. Поначалу ты ждешь, что тебе нахамят, но вот и один, и второй раз все очень культурно и вежливо, и ты просто в шоке, что люди могут нормально общаться, хотят помочь, а не избавиться от тебя. Третье. В Литве есть возможность купить недорогие билеты на самолет. Ну и понятно, что можно путешествовать по Европе без визы, а это очень большой плюс. Четвертое. Я слышала, что в Литве можно взять кредит для покупки или строительства жилья под невысокий процент, причем даже если у тебя только временный вид на жительство, и ты работаешь в стране полгода официально. Надеюсь, для белорусов в этом плане ничего не изменится. Пятое. В Литве очень хороший скоростной интернет, а мобильные операторы предлагают бесплатные смс-сообщения и недорогие звонки. Например, если вы планируете звонить исключительно по Литве и не пользоваться интернетом, то можете купить у Битте тариф за 2 евро в месяц. В него входят 30 минут бесплатных звонков и 30 бесплатных смс. Купить сим-карту или пополнить баланс можно на кассе в супермаркете. Все быстро и просто. Для покупки сим-карты даже документы не нужно предоставлять. Нужен мобильный интернет, можно купить карточки пополнения ЕЖИС или Лабас в любом супермаркете. У них стабильный интернет по всей территории страны и цены варьируются от 1,5 до 3 евро. Шестое. Горячую воду в Литве отключают только на день-два, вода в кранах чище, чем в Беларуси. Ее можно пить, не опасаясь за свое здоровье. Седьмое. Работники литовских поликлиник напоминают пациентам о визите к врачу с помощью смс-сообщения или по электронной почте. Это очень удобно. Также врач сам звонит и сообщает вам результаты анализов. Не нужно лишний раз идти в поликлинику и тратить свое и его время. А еще в белорусских поликлиниках слишком многолюдно, что повышает риск подцепить какую-нибудь инфекцию. В некоторых поликлиниках Вильнюса ты сам распечатываешь талончик в кабинет врача, он знает, что ты на месте и сам вызывает пациента. Не нужно гадать, освободился доктор или нет, заглядывать к нему лишний раз в кабинет. Здесь не принято давать врачам взятки за эффективное лечение. В Литве не обязательно выбирать врача и акушерку на роды, можно просто приехать в любой роддом и беременные окажут квалифицированную помощь. Восьмое. Отзывы о государственных детских садах Литвы очень положительные, а это очень важно для любого родителя. Есть даже русскоязычные и англоязычные детские сады, а также белорусская гимназия, русские и польские средние школы. Девятое. В Литве очень вкусная выпечка в обычных продуктовых магазинах. Кефир приятнее на вкус, огромный выбор сыров, овощи и фрукты в магазинах свежие и спелые. В Беларуси же большая проблема купить в супермаркете сочные апельсины или спелые мягкие киви. Десятое. В Литве заботятся о бездомных кошках, подкармливают их. И делают это не только сердобольные бабушки. У кошек даже есть свои домики. Муниципалитет строит до 20 таких домиков в год. 11. Многие люди в Литве убирают экскременты за своими собаками на улице в пакет. Приятно на это смотреть, а еще приятнее ходить по улицам города, не опасаясь испачкать свою обувь. 12. Люди в Литве заботятся об окружающей среде и сортируют мусор. В каждом дворе стоят контейнеры для разных видов бытовых отходов. Есть организация ВАСА, которая помогает с вывозом крупногабаритного мусора прямо из квартиры. 13. На территории Вильнюса есть много озер с чистыми водой и пляжами, а это большой город, столица. Если не верите, что это правда, то посмотрите мое видео про озеро Гелужье в Вильнюсе. Помню, когда я путешествовала по Швейцарии, меня очень удивило, что в городах этой страны можно было купаться в водоемах, и вот в Вильнюсе то же самое, а в Минске этого лучше не делать. 14. В последнее воскресенье месяца в Литве можно бесплатно посетить некоторые музеи. Думаю, это особенно ценно в плохую погоду. Ссылку на перечень музеев я оставлю для вас в инфобоксе.
15. В Литве очень часто проходят различные ярмарки, фестивали, концерты, многие из них бесплатные, так что жить здесь не скучно. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!